Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 31 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске первый квест, который удалось случайно закрыть, это садист от егеря с убийством санитара. Но при этом провалился квест от терапевта коллеги, часть третья, по условиям которого нужно было наоборот не убивать санитара. Удалось вынести оставшиеся предметы и закрыть квест Ленд-Лиз, часть первая для лыжника, а также добраться до резервуаров с водой и забрать папку по квесту Груз X, часть вторая для миротворца, и по квесту «Скорая помощь» передал заготовленные заранее предметы егерю. Аноним, Тейлор, Алексарго, Эмик, Александр, Вазап, Макс, Денис, Кролик, снова Аноним, Лео, Нипер, Павлик и Дроид. Огромное спасибо за щедрость, за доброе слово и поддержку. Будьте здоровы. Уфа, привет! На первых порах я бы советовал изучить выходы с локаций, а там уже все само собой пойдет. Вазап, сори, бро, неудобняк вышел. С пистолетами я не играю, так что сборками никакими не пользуюсь. Благодарю еще раз за пожелания и поддержку. Всем приятного просмотра. Сегодня первоприоритетными задачами будет закрытие двух квестов, которые я не закрыл в предыдущем выпуске. Это «Мокрое дело», часть третья, и «Груз X», часть третья. Чтобы закрыть эти квесты, мне необходимо просто выжить, выйти с локации «Берег», не более. Задача простая, понятная, и я думаю, что легко выполнимая. Если не искать каких-то приключений, то быстренько можно побежать на выход и выйти. Но несмотря на то, что я не буду искать никаких приключений, я все-таки надеваю жилет Дикого, балаклаву, чтобы, если вдруг ЧВК где-то попадутся, я их застрелю, чтобы они у меня шли в квест «Каратель». Собрал АК-74М, он у меня лежал на складе, докинул, практически все тут прикупил, так что кому интересно, смотрите разборчику. Это такая рабочая лошадка для джентльмена, так сказать. Чуть не забыл, я же воздушный фильтратор заказывал в конце прошлого выпуска, вот он у меня построился, я купил себе фильтр, денег у меня почти не осталось, там чуть больше 20 тысяч. Но зато мы имеем теперь ускорение прокачки группы умений физические, плюс 42,8. Почему не ровно 40? Блин, что-то я не знаю. К физическим навыкам мы можем поставить фильтр и посмотреть, что сюда относится. Это выносливость, жизнеспособность, то, что я вот сегодня хочу докачать, стрессоустойчивость, иммунитет, сила, здоровье и метаболизм. Значит, поскакали за ЧВК, идем на бережок 1523, страховать, а у меня денег нету на страховать, только бронежилет могу страховать. Ну ладно, броник тогда застрахуем и погнали так. Ой, блин, я черт знает где появился, да? Конечно. Так, слушай, я одну тему хотел проверить. Там же DLSS нам добавили. Так, я уже выставил на качество. Угу. Значит, давай тогда посмотрим, как это будет на качестве. Но, честно говоря, по ощущениям, как будто картинка прям хуже стала. Сглаживание прям ни о чем стало. Это один момент. Давай я, наверное, FPS еще добавлю. Как он там пишется? FPS. Арин. О, сатен есть. Нормально. Ну, без DLSS. Здесь 114, здесь 97, 99. Без DLSS где-то в районе 90-80 у меня обычно FPS-инки. Но картинка почетче, серьезно говорю. Ладно, посмотрим, как это будет отображаться на... Да это я тут видосики записываю. Посмотрим, как это отобразится на качестве картинки в записи. Оно у меня и так-то не фонтан, если честно. Если будет еще хуже, то я тогда... И выключу этот DLSS. И все. Так, дайте подумать. Дайте подумать, где у меня тут есть колючка. Колючка, я знаю, точно есть там на антенне. Да я видосик записываю, что ты пристал ко мне. Уходи, ты кричишь. Помешай мне. Или наверху тут где-нибудь посмотреть что-то. Да ладно, пофиг, пойдем тогда попробуем просто выйти, да и вся любовь. Че? Это вот я сейчас начну и пойду там по колючке, похожу здесь. Просто давай выйду и все. Параллельно со мной бежит. Еще и застрелишь меня, да, сейчас? Цитата.
Теперь я побаиваюсь этих пацанов. Картинка выглядит так, будто я под таблетками, что ли, какая-то то ли резкость. Нет, это просто такое ощущение, что сглаживание, что ли, какое-то выключилось. Или просто качество картинки ухудшилось принудительно. Не знаю. Непонятно ничего. Ну, ё-моё. 4 класс керамика. Вот это, наверное, выкинем. Но не здесь, не в тайнике. Или домой просто отнесу. Ну, керамика, он рассыпется от 1-2 выстрелов. А чё, давай попробуем здесь на норвенском выскочить. Когда он мне не нужен ни по какому квесту, я думаю, что он будет работать. Вот, и еще момент такой с обновлением этим. Да, пистолет Рино, интересный. Там по диким, если когда чего куда пойдем, возможно, я с собой его возьму. А может быть, я сейчас даже, знаете, как сделаю? Если сейчас получится выйти, я просто пистолетчиком выйду. Докачаю жизнеспособность. Похожу просто по локации с пистолетом с этим. Постреляю дикарей. Тем более, что на диких квест у меня есть в лесу под эффектом каких-то стимуляторов. Но что касается нововведения, вот прям то, что сразу же бросилось в глаза, не то, что в глаза, а в уши даже. Это то, что отключили звуки локации при загрузке на карту. Это так, честно говоря, убого слышится, потому что ты такой грузишься, и в какой-то момент, когда находит игру, у тебя просто гробовая тишина вокруг тебя. И ты сидишь и просто смотришь картинку, прям 0 звуков. Ни музыка не играет, ни звуков локации не слышно. Там хотя бы ветерок шумит, дождик там или еще что-нибудь, да, прибой какой-нибудь. Но кромешная, гробовая вот эта вот тишина, это вообще так беспонтово звучит. Я очень надеюсь, что на это обратят внимание и, блин, это исправят. Не то, что надеюсь, я даже, знаете, скажу со всей смелостью, я уверен, что это исправят. Кому мешал этот звук? Вот этот вопрос меня еще интересует. Кто наплакал, чтобы отключили этот звук локации? Честно, я даже не пойму. Кому он мог настолько помешать, что его просто вырезали нафиг из игры, выпилили. Давай, родненький, выпусти меня с локации. Я закрываю квесты. Надо было того дикого застрелить, нет. Не работает выход. Ну тогда в сторону тоннелей. Я так думаю. Я, честно говоря, ни от кого не слышал ни разу. Здравствуйте. Я, честно говоря, ни от кого ни разу не слышал, чтобы кто-то жаловался там, на то, что там за звуки вот это вот мешает. Кому оно мешало, я не знаю. Кепка! Стримером каким-то общаться с аудиторией, что ли, или что? Кто, откуда ноги-то растут-то? Этого изменения. Мне не ясно, как по мне, это просто абсолютно непонятное движение. Так, стрельба в глазурке там где-то наверху. А вот еще наверху кто-то появился. Блин, они спавнятся. Эй.
Это не дикий. Это ЧВК, прикинь. Ой, я такой, алло. Здорово. Окей. Какой? Блин, надо вот чесать отсюда. Сейчас уже в ужасе прибегут сюда. 100%. Это стреляют уже ребята, которые... А, ну хорошо, они вроде с этой стороны идут. Это, походу, с лазурки или от... Ой, с лазурки, говорю, с ГЭСа. Чешут в эту сторону. Главное, чтоб на скалах сейчас никто меня не встретил. Готово. Там неугомонно возня идет. Пойдет. Ну вот и в карателя один еще капнул. Сколько у меня там оставалось? 4. Одного застрелил, осталось 3, получается. Нормально. Меня устраивает такой расклад. Знаете, что бы я сделал? Я бы патронов докинул все-таки в автоматовые магазины. Дикий слева на острове. Я все-таки докину патроны в магазины, потому что... Бог его знает, когда что начинается там, да, возня какая происходить тут. Надо быть сразу на чеку. В прошлый раз на выходе меня, кстати, застрелил зритель канала. Привет тебе. Он кого-то там зажал. А я еще услышал, после того, как я помер, я слышал еще по кому-то урон там. Когда при монтаже, причем я услышал. Не когда я в рейде был. А когда монтировал, я услышал, что еще по кому-то он попал там. Я, в общем, оказался не в том месте, не в то время, между молотом и наковальней. И получил. Там друг друга кто-то высиживал. Стреляют ребята. Но я теперь буду бояться всех этих кустов, я упала. Каждый куст для меня потенциальный враг теперь. А я что-то схватился за этот Адар и поскакал. Надо было же посмотреть, что там за патрон, может я его зря тащу. Хотя перегруза нет, пусть будет, да? Да, вроде нормально, тихо. Не стану уж я ни об что тереться тут. Пожалуй, просто сдам сейчас 2 квеста, выйду. И загружусь с пестиком, да, в лес. Ха! Хороший рейд. Нормально.
13 минут. Я рассчитывал, конечно, на быстрый довольно рейд, но ничего страшного. Зато мы ЧВК успели подстрелить, и это хорошо. Это идет в копилочку нам, в карателя. Каратель потихонечку выполняется сам по себе. 8.5.5.1. Надо было еще и запасные магазины его забрать, этого дикого. Ну ладно. Вот они, красавцы. Мокрое дело, часть 3, можем закрывать. Нашу машину Артема нашли в прошлом выпуске, вышли с локации в этом выпуске. И груз X, часть 3 туда же уходит. Груз X, спрятанный террагрупп на берегу, мы нашли и вышли с локации. Мокрое дело, часть 4. Найти список жильцов санатория на берегу. Это делается в административном здании санатория. Груз X, часть 4. Найти и пометить груз террагрупп маркером на локации Маяк. Значит, что я могу сказать? Отменяется у меня поход в лес с пистолетом. Я тогда схожу в санаторий, попробую вытащить список этих жильцов. За ЧВК на берег, 18.56, спокойно можно будет... подожди, нет, Маяк мне не нужен. МП7 можно, я думаю, страхан... Да нафиг он, я с ним вряд ли буду играть часто. Поехали с тем, что есть. Задача на рейд забуриться в административный корпус санатория, забрать на столе флешку и покинуть локацию. Уху, нифига себе мне куда дали. Спаун. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Ну, да, значит, буду обходить все это дело. По правой стороне. И через восточку, западку все это выдумывать не буду. Сразу же пойду в административку. Хотя, по-моему, как раз-таки через восточку будет гораздо ближе, да, если чем я там круг целый буду давать. Тут фиг проскочил. В принципе, у меня не самый дальний спаун к санаторию. А попробуем так проскочить по шурику. Правда, скорее всего, я лоб в лоб прям столкнусь с ребятами, которые в стороне административки встретились. Ну и ладно, чё. Может, повезет, может, подстрелю. Или, как написали, надо сразу себя настраивать на победу. Захожу, значит, я через восточку и в административку отжубошу, там минус 5 делаю и домой пошел. Блин, как хорошо двигаться, когда такой небольшой вес, такая легкость прям ощущается, чувствуется, не то что ощущается, чувствуется прям легкость. Не пойду через двор, пойду в обходочку прям. Где-то тут тайничок был, кстати, под деревцем. Ну ладно, не будем отягощать свою жизнь, усложнять себе, да? Прям как шустро, хорошо, а? Ну вот, теперь в лоб выходить не будем. Теперь, скорее всего, в спину зайдем. Главное, чтобы санитар там со своими типами малину мне не обетовал. Все будет нормально. Так. Я большое ухо. Нам в эту сторону. В этот офис. И вот она флеха, которая нам нужна. Нормально. Все, можем пробовать идти на выход.
На выход можно пойти в сторону маяка. Вот с этой стороны. Чик. Снайперов нет. Аккурат сейчас, если будут здесь дикие на этих, на двух ящиках. Ну, аккурат их для опыта. Заджибошен. Хотя, как мне кажется, по времени уже нормально. Я пару ящиков еще лутану. Главное, чтобы там лут был, а не вот это вот все. Да ладно, неужели тут никого? Не поверю. Получается, никого. О, есть товарищ. Ну, давай неплохой день подпортим кому-нибудь. А понимания, где он, нет. Мать твою, он сзади, оказ. И щерится, как маньяк. Ой, я думал, он умер стоя, а он, оказывается, что-то проверять там начал. Все. Ну, теперь не должно быть пробежки, я думаю. И время нормы дикого зацепил. Отдача, конечно, не самая приятная. Но и у меня модули тут не топовые. Я просто прицел сюда нацепил, да и вся любовь. Я даже не знаю, его тут модить можно, нет, этот МП7. Глушилу точно можно ставить. Надуло что-нибудь прикрутить-то. Я думаю, ой, мать моя женщина, как красиво-то тут у вас. Это же превью, пацаны. Что у меня по весу? 27. Может спрыгнуть со скалы, ноги сломать? Что у меня там получается по умениям? 27,6. Давай проверим. Надеюсь, я не сдохну, а то уже бывало такое. Так. Вот отсюда вон туда. Ну нет. Давай еще раз, все фигня. Давай по новой. Бред, конечно. Ой, мать твою. Есть. Пару ног сломал. Одну и вторую. Так, 28 ровно. Пойдет. 10 минут и дело в шляпе. Никакой пробежки, статус выжил. Одного дикого дряхлый Виктор.
Подстрелили. О, у егеря почему-то нашелся теперь квест для меня охотник. С какого перепугу, я точно не могу сказать. Но надо найти, говорит, и убить штурмана 0 из 25 раз. Передаем по мокрому делу части 4 список жильцов. Можем закрывать этот квест. И я в одном шаге от того, чтобы приобрести себе теперь Эрсас. Следующая часть мокрого дела как раз меня туда и приведет. Мокрое дело дает теперь часть 5. Найти информацию о работе Артема на берегу. Это 328 комната восточного крыла санатория, либо там есть смежная комната, кладовка. Наставник дает он тоже квест. Здесь есть возможность повысить навык владения снайперскими винтовками на 3 уровня, но за это придется отвалить 50 тысяч евро. 328 ключ, 85 тысяч. А подсобка, интересно. Так, ключ от подсобки, от подсобок точнее, стоит гораздо дешевле. Давай, наверное, я его возьму. Универсальный ключ от складских помещений санатория Лазурный берег. Этот ключ нам как раз таки и подходит. Ключей куча целая. Знаете, что я, еще хотел бы сделать? Я бы хотел за Дикого прогуляться на лес. Во-первых, чтобы деньжат подфармить. Во-вторых, чтобы посмотреть там офтальмоскоп на носилках наверху, где база. Не база, а лайкер этих юсеков. Ну, давай сначала попробуем разобраться все-таки с квестом «Мокрое дело», чтобы была возможность купить Эрсас. Так, у меня тут, знаете что, родился. Я вот думаю сейчас отключить, DLSS вообще и посмотреть, разница будет какая или нет. Для вас чисто, для меня-то в принципе как-то... Что она есть, что нет, честно говоря, это DLSS. А ну. Ох, нифига FPS упал как. Не, разница есть все-таки. Включите, пожалуйста, на качество. О, блин, прям честно вам говорю, прям аж приятно. Неожиданно и приятно. Черт не знает где опять я появился на карте, значит, я буду двигать в сторону восточного крыла. Я так подумал, и если будет возможность, решил, что все-таки посмотрю кабинет санитара, посмотрю 222-ю комнату. Ой, что-то я сюда. 222-ю комнату на наличие офтальмоскопа. Мне офтальмоз нужен даже без галочки подойдет. Мне его просто в убежище использовать. Так что, пожалуй, я попробую все-таки вот. Может быть, посчастливится, и он там лежит, если добегу, гляну обязательно. Ну и то же самое с этим Лидексом. Лидекс один у меня с галочкой дома есть, но я бы его хотел использовать для квеста «Частная клиника» вроде называется. Там нужно будет офтальмоскоп и Лидекс с галочкой. В общем, такие горизонты, так сказать. А ну-ка, тухи, медхлам какой-то. Блин, как приятно, когда картинка такая плавная. Пусть даже, да, где-то там качество что-то как-то... Нет, ну меня, честно говоря, меня это лично вообще никак не напрягает. Я просто переживаю за то, как оно будет отображаться потом в контенте. В записи. Так что обязательно, пацаны, обраточку дайте, обратную связь. Если не... Ну да, вон квадратики кое-где видно. Есть такое. Если для вас это не принципиально, то для меня комфорт просто в разы лучше. Да тут тайничок попялись. Опа, ЧВК бежит. И он один вроде как. А что, он дальше не бежит? Не понял. А, он увидел меня. Он увидел меня, целится. Ич. У меня на такой дистанции, что это? Мне на такой дистанции, это что с ним делать?
Ё-моё, тут какие неприятные равнины. Сидим, пердим. Без боя не получится зайти в восточку. Сейчас пойдем жизнеспособность качать. Под пропиталом она все равно качается. Ох, а вот теперь, походу, все в пикселе высыпется. Прям резкость выкрутилась. Офигеть, меня как будто там самого штырит. Ну, столько персонажей, сколько меня, да? Да, на меня еще был. Глушителя нет, там глушитель под 100 тысяч стоит. Тратить час на глушитель, рублей я бы не стал. Интересно, пойдет он меня искать там или нет? Там кто-то внутри уже ходит. Надо пробовать внедряться в любом случае. Еще граната такая, да? Тынь-тынь-тынь. Жалко, фонарик не взял. А что там пострел и убежал? Валим! Стороны! Ой! Я в хлам себя ослепил! Нехрен пялиться. В свою же флешку. Я такое вообще первый раз себя сам ослепил. Я понимаю, там хаешки криво кидать, но чтоб слепо туда же. Так, а почему это я магазин потерял? Зарядить. Так, ладно, это хорошо. Значит, дикие тут лазили у меня. А это значит... О, а здесь лутано уже, понял? Нифига себе. Ну ё-моё. Быстренько вы тут освоились. Он зашел, по-моему, пацаны. Ё-моё. Что-то я там не поместился в дверь.
О, я думал, он здесь за углом. Так, это я куда попал? Ой, блин, да что ж меня сюда спавнит-то? Ну... Что-то меня спавнит постоянно на эту сторону. Ну нафига, я пока дойду, уже тут кипиш на базе будет какой-то не детский. Пока приду туда, там уже все занято, все залутано. Чем я тебя обидел, Тарков? Я и так 10 минут ждал загрузку. Еще и не в ту сторону побежал. Нормально. Ну, давай еще раз туда. Все то же самое. Ого. Ты кто? Ого. Еще б чуть-чуть и по башке бы мне пролетело, да? СДшная гадюка. Окей. Про это примерно я и говорил. О, БПХи. Я сразу докидаю магазинчик. Чтобы, если что, чик-чик. Повезло, не попал он по мне ни разу. Не успел Децл. Так, еще один ушел в карателя. Осталось двое. Кто-то там стрелял, по-моему, как раз снова пекаря этого Рино, да? Наверное, я здесь поднимусь со стороны восточного крыла. А то там через двор бежать под этими, прям из западка и восточка, просто стреляй не хочу, да? Небезопасно. Небезопасно. Лучше попробую с этой стороны внедриться. Примерно так. А со двора, как я обычно захожу. Там, конечно, тоже административка, стреляй не хочу. Вот тебе, пожалуйста. Потом по диким. Он, походу, по снайперам стреляет там. Отвечаю.
Оу! Зачем вот этот мув был? Зачем? О, ядреный корень. Опять меня, блин. Черт не знает, где заспавнило. Чё, блин, нафига? Ладно, бог с вами. Ну, тогда получается, опять идем в восточку. Только теперь со стороны ГЭС пойду. А не по той стороне, где чуб, да? Получается так. Дайте мне пару кипариков каких-нибудь. По-братски. Тарков. Раз уж так. Раз уж не даешь мне до Эрсаса добраться. И прочих прелестей. Дай хотя бы пару кипариков. Ну все. Спокойно выглядит все, конечно. Но мы идем опять в неспокойное местечко. Пошли в восточку, в санаторий, там посмотрим, что получится, может быть. А, там уже возня. Ой, тетя твою мать. Выглядит симпатично. Тут у нас фонарик имеется. Ошибись. Послушаем. Может, что услышим? Услышал. Не совсем то, что хотелось бы. Где-то тут... Ну как же неудобно-то, опять. Как же опять это неудобно, а? Да, верхние этажи. Где мой офтальмоскоп? Гемостатик есть? Ничего. Пауэрбанк. Аптечка. Ну и все. Ничего больше ценного. Судя по всему, где-то на перебежке на втором этаже заварушка. Я так полагаю. Либо здесь на третьем. Эй? А, у меня же от этой комнаты. Фу, я думал, я ключ забыл. А вот эта вот штука мне нужна. ХДД вот этот.
сколько же у вас их? Прям 222. Вот сюда. Телефон. Цепь. А, это в админке возня. В административном корпусе. О, джифон золотой нашел. Можно избавиться. Как-нибудь. А давай лучше я вот так сделаю, да? Тут у нас пожрать, медицина, офтальмоскопа, ничего не имеем. Сайры, медхлам. Ясно. Ой. Не то пальто. Что они там делают? Я чуть понять не могу. За что они воюют? Или он просто там сил качает? Или... Что-то придумал. Блин, ну я бы хотел вынести квест, честно говоря. Вместо того, чтобы... Что это такое? Вместо того, чтобы там где-то стреляться. Блин, так там еще 219-я комната не проверена осталась. Прям быстро проверим. Ну вот, не зря заглянул. Биточек нашел. А мне как раз, кстати, сейчас. Как раз, кстати. Что у меня еще есть вообще по ключикам? Вот точки. 200, 314. 308. 308 я не пойду. 314. Можно попробовать заглянуть. Что, помеченки? Опа, аккумулятор. Давай еще один. Ладно, хорош выделываться. Идем в 314-ю. Я думаю, что за хрень это? Цевьё какое-то. Ладно, все. Не буду, не буду. Хотя можно было бы.
Выходы у нас маяк, да? Тоннель маяк. Ладно. Пойдем окольными путями тогда, что теперь делать? Кто там с кем, чего, кого не поделил, непонятно. На ГЭС кто-то. Может, они там с санитаром пересеклись и пытаются аккуратно его там выковырять. Вполне возможно, да? Но столько гранат откинуть, я фиг его знает. Там у них, наверное, отдельный человек, который рюкзак с гранатами носит. Гранатоносец. Ну, здрасте, а диких-то не убили? Все самому надо делать, получается. Не вижу никого. Непонятная ситуация, так что я лучше вместо того, чтобы разбираться в ней, я пойду потихонечку себе ноботропинкой вдоль. Блин, колючка. Может, потремся армию? 28,7. А, потремся. Глупее я ничего не делал в этой игре. О, 29,2, нормально. Все. Жизнеспособность улучшена до 3-го уровня. Значит, сейчас, если получится выйти, я попробую еще раз за дикого в лес сходить. Пронесу офтальмоз. Блин, ладно, все, сейчас опять начинаю сказки рассказывать эти, да? А потом погибаю. Вот что нашел. Ронин, 100 тысяч. Надо забрать как-то его. Знаю, знаю, уже пишите. Вот, мешок нормальный не взял. Не надо этого писать. Больше корзина, меньше грибов. Ну, вот я и дома практически. Ну, здорово. Большое дело сделал наконец-то. Хорошо, что не пошел туда в админку, да? Смотреть, что к чему. 21 минута потребовалось, чтобы вынести этот хард, но пришлось крюк давать там за административкой за этой. Мокрое дело, часть 5 закрываем. Передаем информацию, найденную в номере Артема, и забираем награды. Мокрое дело, часть 6. Достичь нужного уровня навыка снайперские винтовки, 7 уровень теперь требуется. Предлагаю еще один рейд, но теперь за дикого на локацию лес, посмотреть МЧС и посмотреть базу юсеков. Если мне удастся найти офтальмоскоп, то мне сэкономит это деньги, если же нет, то я, по крайней мере, вынесу лут.
и продам его, и за эти деньги куплю себе офтальмоскоп. Значит, начало улучшения медблока 3-го уровня сегодня быть. Так, о, на спящем. Вообще не в той степи, да? Капец. Ладно, пойдем тогда на самое интересное место. 21 минута, а по выходам у меня что имеется? Так, горный завод совместный, горный тайник я не выйду. Там паракорд нужен, восточные скалы, южный пост ВСРФ. О, на ВСРФ я тогда выйду. Ну, значит, идем прямиком. Что тут стесняться? У меня не так уж много времени. Прямо туда сразу же на базу. На лагерь, точнее, Юсеков. А потом на МЧС и с МЧС как раз на ВСРФ выскочу. А, что у меня вообще там? ЗС, склад, рубли, медицина чуть-чуть есть. Патроны есть. Ну, это ППШ. Патрон такой себе. Но зато целых 3 запасных магазина. Сумка. Блин, вещмешок малюсенький у меня. Или все-таки заглянуть в эти тайнички? Но если я сейчас по тяжелой буду лутаться, то я времени много потеряю. Не, давай, наверное, прямиком. И прям тайники, которые, ну, под ногами буквально будут, их только гляну. Вот, допустим, под лэп, под этой. Вот его мы глянем. Так. Похабать есть, что, нормально, снигерс. Проводочки. Я вот не припомню, в тайниках находил ли я офтальмоскоп. В сумках обычных, кажется, находил. А, нет, в медицинских сумках точно находил. Насчет тайников не уверен. Все, я в лагере. На обратном посмотрим. Сначала там посмотрю, где офтальмоскоп конкретно спавнится. На обратном будем собирать барахлишко. Ну дай офтальмоскоп. Не-а. Нет. Жалко. А это продовольственное. Зачем он мне? Мне медицина нужна. Тут нет. Значит, будем смотреть. Сейчас тут еще посмотрю. Ящик, по-моему, тут должен быть один. С медициной. Вот янтар. Да, медобеспечение. Сода пищевая только. Не очень интересно. О, броник, что ли? А, у меня есть же броник.
Даже бронежилет дикому выдали. Надо же. Сгуха. Это тоже техснап, он мне тоже не нужен. Ну тогда что, прямой наводкой получается на эту самую? На МЧС? Я надеюсь, Светлоозерские у меня не дадут в ухо, если я тут... Хотя нет, я, наверное, прямиком-то не побегу, да? Через лесопилку. Что пока есть, что выносить. Не густо, конечно, но на офтальмоскоп точно хватит. 1100 примерно там стоит. Даже пошел. Все же надо было мне диким выходить, да, время от времени за офтальмоскопом, вот за такими вещами, мелочами всякими. Хотя тоже хочется прогресс, чтобы был какой-то. Че, почем? Ой. Ё-моё. Я пошел на МЧС. Прям тут поверху пойду. Где-то примерно на КПП Есеков там, походу, с дикими кто-то стрелялся. Или дикие по кому-то шлепали. Но проверять я не буду. Я буду проверять офтальмоскоп. С проверкой на МЧС идем. Конфисковывать офтальмоскоп. Да тихо вроде. Тут я не слышал никакие выстрелы, и под скалами тоже. Либо лутанули, ускакали уже. Что скорее всего, да? Че я там на 20-й минуте-то подъехал? Либо сейчас я набью тут мешок. Пусть небольшой, но зато ценный лут. Вот Аленка, например. 40 тысяч за квадрат. Блин, ибупрофен подороже можно будет продать, чем, например, вот это, да? Слушай, похоже, что тут никого не было. Жратву таскаю, оказывается. Зачем? О, ибупрофена сколько. Нормально. Или это аугументин там стоит? Сейчас проверим. Ключ АЗС тоже копейки стоит. Да и он у меня есть, кажется. Проводочки ни о чем вообще стоимость. Сейчас самое лучшее тут наберем. Аугументин это 1015, сейчас 17. О, болтики. Тысяч сколько-то там.
Агументин, пойдет. Агументин, пойдет. Night Force, вот это крепление, блин, я не знаю, оно что-то стоит или нет. Возможно, даже ничего оно и не стоит. Но 2 ячейки занимает. Аптечки, аптечки. А, вместо этой возьмем. И факт. Сюда его. Ну, похоже, это все по медицине. Опять аккумулятор. Ага. Тут уже гульнул кто-то. Опа, нифига. Опачки. Еще и раздели его. Тарзан. Так, Тарзан получается у нас побольше, да? Бинт забыли. Свои, который встречал меня. Вот он, медобеспечение, кажется, тоже. Да. Тут, блин, бинтик только. А это лутан. Что-то как-то странно. Половина лутана, половина брошена. Сумка. Блин, ну ладно. Нет, так нет. Вот 100 тысяч лежит. Давай тогда мешок битком набиваем. Что там еще можно у нас поискать? Тут посмотрели, здесь посмотрели, здесь понятно все. А, наверху еще есть ящичек. Аквамарий лежит. СПП, БП, но они не продаются, толку их брать нет. Вот он тоже техобеспечение, да? Да. Техснаба, точнее. Бам, 3-й аккумулятор. О, вот это уже нормальный лут. Зашибись. ТТ нулевый. Вау, охотничье-промысловая СКС-ка. Любимая. Все вроде как. Кошмарит, зараза. Все, пошел я, пацаны, домой. Вынесем добро. Поставим на улучшение медблока. Тут за скалами 2 ящика есть. Скорее всего уже. Нет, закрытые. ПС возьмем. Наверное, он поинтереснее будет.
Опачки, еще какую-то дичь нашел. Уа. Ну вот эта вишенка прям на торте, да? Зашибись. Ну вот, 16 минут и дело в шляпе. Кучу целую лута пронес, и это все добро я сейчас просто взиму и продам. У меня еще и тут с ЧВК я лут не стряхнул. Забыл совсем, я же могу скорую помощь теперь закрывать квест, потому что жизнеспособность плюс... Эй, ты же обещал 2 уровня, по-моему, нет? Плюс 1 уровень. Ну ладно, походу я что-то путаю. О, смотри, у меня егерь теперь максимального уровня. Зашибись. Заходим в медблок, уже все куплено, 500 тысяч есть. Устанавливаем улучшение. Займет улучшение 12 часов. Третий медблок позволит мне не только варить, допустим, пропитал, который я часто использую, но и позволит ставить другие улучшения в убежище, которые мне пока недоступны без медблока третьего. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу активность, за пальцы вверх, за отзывы, за комментарии. Всем отличного настроения, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.